На рынке уже море наушников с активным шумоподавлением, и даже настоящие беспроводные наушники обладают уже этим свойством. И помимо пассивного шумодава мы получаем еще и активный. Он не всегда идеален, и если вы надеетесь, что он будет работать как в топовых накладных наушниках, этого пока нет ни в каких моделях. Без воспроизведения музыки в ваших наушниках громкий неритмичный шум будет все равно слышен. Но из 400 пар протестированных мной беспроводных наушников я подобрал для вас 10. Стоимостью от 29 до 169 долларов с функцией активного шумоподавления, о которых сейчас я расскажу, они, по моему мнению, лучшие. И сразу, не все они обладают хорошей функцией Ambient Sound, это режим прозрачности, и все при активации активного шумодава меняют звук. На все представленные в топе модели у меня есть обзоры, которые вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео. В них вы также можете услышать примеры задержки и работы микрофонов. Ну а теперь начнем. Tube 813, всем привет! Вы на канале Пользанет, меня зовут Саня, на канале нет мата и все обзоры максимально емкие и информативные. Раз в месяц я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Розыгрышей еще много, вся информация по ним всегда в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца. А сегодня, как вы уже поняли, я перечислю вам топ-10 наушников по работе активного шумодава. Исключительно по моим критериям и ощущениям. Разумеется, с упором стоимость, звучание и работа шумодава. 10 место. Huawei FreeBuds 3. Единственные на рынке вкладыши с активным шумодавом. И мне не важно, что там написано. Совсем как в анекдоте. Ведь это чистой воды AirPods только для Huawei. Даже бодрее. Здесь еще и кодек свой есть. Не суперская автономность, необычная форма и нет аналогов на рынке. Вкладышей с активным шумоподавлением просто больше нет. Упаковка просто отличная. Комплект стандартный. Бокс, наушники, кабель документации и зарядка. Я купил их в белом исполнении. В продаже есть еще другие цвета. Один наушник весит 4,5 грамма, 48 граммов весит чехол. К плюсам этих наушников я отнесу быстрое сопряжение с Android устройствами, я бы даже сказал моментальное. Дело в том, что, конечно, идеальным вариантом был бы для вас телефон Huawei под эти ушки, да еще и с Bluetooth версии от 5.1. Тогда бы вы могли и через 5 стен сигнал ловить, а так только через 2-3. Задержка не ощущается совсем, звучание с телефонами Huawei лучшее на рынке среди вкладышей. На других устройствах среди вкладышей проигрывают только Vivo TVS. Обзор на которые вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, но в них нет активного шумодава. Звучание чистое и правильное, запас громкости отличный, кодеки в ушах, кстати, AAC и SBC. Форма удобная, пластик топовый, 4 часа на максимальной громкости, без активированного активного шумодава они отрабатывают. По одному наушники работают, за время использования мнение о них у меня стало только лучше. И да, они все еще живы, а с обзора прошло уже больше года. Анимация есть, но только с телефонами Huawei. Программа для управления есть на всем, кроме iOS-систем. Сенсоры не фонтан, плюшек море, шумодав самый посредственный из тех, что есть в топе. Настоятельно рекомендую владельцам телефонов Huawei и Honor. Отличные вкладыши. 9 место. Беспроводные наушники Baseus S1 Pro. Это одна из новинок в мире ТВС. Бренд не подвальный, но топом его точно не назвать. Их можно покупать за один лишь цвет, но очень классно по мне они выглядят. Шумодав отрабатывает, микрофоны на уровне, пластик средний, есть беспроводная зарядка бокса, Bluetooth версии 5.1, независимое подключение, минимальная задержка и приличные габариты. Хорошо работают сенсоры, есть беспроводная зарядка бокса и приличная подача. Притом активный шумодав, если распределять места только по его работе, достоин и 4 места. Но я еще раз повторяюсь, места распределены согласно 3 критериев, а не одного. Упаковка для Базеуса хороша. В комплекте наушники, бокс для зарядки, сменные амбушюры, кабель зарядки и отлично оформленная документация. Вся информация на китайском и английском. Материал всего пластик. Бокс можно заряжать по кабелю Type-C и беспроводной зарядкой. Беспроводной зарядкой заряжается долгие 1,5 часа. Размер и вес бокса вы видите сейчас на экране. Щелчок печален, крышка не люфтит, в кармане носить можно, вытряхнуть уши из бокса сложно. Есть кнопка для сопряжения и сброса, крышка умная, открыли, наушники подключились к ранее сопряженному устройству, закрыли, отключились. Происходит все до неприличия быстро, емкость бокса 380 мАч, по проводу заряжается 1,5 часа. В целом, учитывая металлическую петлю крепления крышки, впечатление приятное. Заряд бокса по факту можно узнать только по диоду, у которого информативность приблизительно равна нулю. Кратко, когда разрядится, увидите красный свет. 3 раза наушники бокс перезаряжает полностью, еще на немного хватает. Наушники, вес и размер наушников и бокса вы видите на экране. Без активированного активного шумодава при емкости аккумуляторов 40 мАч в каждом наушнике на 70% громкости уши отыграли у меня 4 часа 50
57 минут, что при заявленных 5 часах довольно круто. Управление сенсорное зажатием. Первое время кажется еще то извращение, но потом привыкаешь. Функции с зажатиями от отключения и включения ANC, активного шумоподавления, плей-пауза, ответ на звонок и сброс звонка, вызов голосового ассистента. Ложных нажатий нет, тапы не переназначить. Bluetooth версии 5.1 не самый топовый, но хороший. Кодеки только AAC и SBC, переключение между правым и левым наушником, которые, конечно, могут работать по одному бесшовное. Задержек в YouTube играх не заметил, микрофоны рабочие и хорошие. Недостатки лично для меня, для вас, разумеется, они могут быть не важны. Мультипоинта нет сенсоров приближения, нет программы для управления, защита от влаги не заявлена, что драматично, нет быстрой зарядки, активный шумодав, который можно охарактеризовать словом «хороший», но не лучший, чем у конкурентов. Запас громкости хороший, на максималках хрипов нет, на минимуме нет белого шума. Если сравнивать по звучанию с Field T1 Lite, здесь звук намного объемнее и чище. Насыщенные многоуровневые басы без лишнего напора, но просевшие середины и довольно скудные высокие, как у большинства затычек. Можно слушать все, но если вы ходили в музыкальную школу и вокал ваше все, они вам не подойдут. Остальным возможностей наушников за глаза. Хороший девайс, только ценник по мне слегка завышен. И кто не подписан, подписываемся с лайком, плюс не забываем подписаться на мой телеграм-канал с промокодами и скидками на Али. Сейчас идет как раз распродажа, и там море отличных предложений. Главное успеть их поймать. Сегодня на стриме расскажу, что лично купил для обзоров в этот сейл. 8 место. 2 цвета, Type-C, активное шумоподавление, минимальные габариты, кодеки AAC и SBC с хорошим запасом звука. Да даже Ambient Sound есть. Что за режим невиданной щедрости начался у Havit? Все упаковано хорошо, внутри довольно богатого вида коробка. Главное, что я нашел, этот бренд Hacky, собственность бренда Havit. 6 основных прелестей: активное шумоподавление, режим прозрачности, независимое подключение, низкая задержка, глубокий звук, что спорно, но обо всем далее, и длительный режим работы. Пакинг очень качественный, внутри тканевый чехол для переноски, кабель для зарядки Type-C, инструкция, запасные амбушюры, наушники и бокс. У меня инструкция была на понятном всем китайском. От коробки не пахло, и это хорошо. Кейс странный, пластик дешевый, но не самый дешевый. Лучше Redmi AirDots, но хуже по моим тактильным ощущениям, чем даже в начальной версии модели анкеров, Anker Life P2, допустим. Хотя габариты местами относительно анкеров адекватнее. Именно для этих сравнений я и храню все наушники, которые я считаю достойными. Ведь нужно с чем-то сравнивать. Все нереально запомнить. Кейс емкостью 400 мАч, на 3 перезарядки наушников его хватает. От сети по кабелю Type-C кейс заряжается за 1 час 20 минут. Заряд виден по диодам индикации, при зарядке бокс не греется. По наушникам динамик на 10 мм с динамическим драйвером композитной диафрагмы японского производства. Размеры и вес вы сейчас видите. С формой в этот раз они почти угадали. Правда, если вам впору были Havit G1, с точки зрения физики, эти даже с самыми крупными амбушюрами у вас будут вваливаться в ушную раковину аж со свистом. Наушники в кейсе заряжаются за 1 час 20 минут с 0 до сотки. Быстрой зарядки нет. В шторке у телефона виден заряд наушников. 4,5 часа на 100% громкости без активированного активного шумодава они отрабатывают. На 50% громкости 7,5 часов, что очень круто. С активированным активным шумодавом на 100% громкости они играют на 15 минут меньше. На 50% громкости меньше на час. Сенсоры в каждом наушнике при воспроизведении музыки не мигают. Наушники можно отключить помещением в кейс или прямо с сенсорных панелей. По одному наушники работают. Функции автоотключения на борту. Наушники переподключаются между левым и правым довольно быстро, но не молниеносно. Мультиподключения нет подключения к программе, нет сенсоров приближения, защита от влаги номинально IPX4, считайте, ее тоже нет. Управление сенсорами не супер, но привыкнуть можно. Функции включения и отключения активного шумоподавления простым зажатием на 3 секунды, притом сообщают вам они об отключении на английском. Включение режима прозрачности осуществляется также с сенсоров. Вот она здесь работает лучше, чем активный шумодав. Ответ на звонок и сброс звонка, вызов голосового помощника и плей-пауза. Даже перелистывать треки пока нельзя. Активный шумодав работает немногим лучше, чем у Huawei FreeBuds 3, но лучше. Функция прозрачности отрабатывает неплохо, микрофоны на улице печаль, запас громкости лютый, басов много, но они здесь плоские. На максималках уши не шипят, звучат на свой ценник, многим довольно всеядным ценителям с музыкальным слухом они очень хорошо заходят. Это, конечно, спорно, но уши на свой ценник, повторяюсь, хороши. К слову, это самые дешевые наушники в топе, и я их очень советую по этой причине. 7 место. Щелчок крышки, не в Красную Армию. Лютая автономность 10 часов, довольно приличные микрофоны, хорошее звучание, отсутствие микрофризов при работе и адекватный ценник. Это, конечно, очень заманчиво. Это не лучшие наушники по звуку, но звучание
звучание здесь хорошее. Здесь не лучший активный шумодав, но в отличие от модели Oppo X, он здесь хотя бы ощутимый. Очень низкая по ощущениям задержка в играх, по мне даже комфортнее, чем в AirPods Pro. Упаковка слегка пахла клеем, запах которого выветрился очень быстро. В комплекте наушники, 2 пары сменных амбушюр, по мне, разумеется, ужасного качества, но зато беленькие, и их бесплатно. Кабель для зарядки бокса Type-C на USB-A, не думаю, что он вам понадобится, но лишним не будет. Бокс для зарядки, инструкция. Глобалка уже есть в продаже, но я тестировал китайскую версию. Распаковали, зарядили, первое, что делаем, это скачиваем программу. Скачали, она уже здесь на русском языке, прямо с маркета, но я тестировал с китайской версии. В наушниках есть сенсор приближения, работает хорошо, вынули автопаузу, вставили, включилось воспроизведение. Шумоподавление и функция прозрачности на борту работает притом заметно. Не как в AirPods Pro, но близко к уровню к Huawei FreeBuds Pro. При этом эти функции не активировать, пока наушники не окажутся у вас в ушах. Одно ухо с шумодавом не работает. Есть функция адаптивного шумоподавления и громкости, находящиеся в лаборатории. По мне они пока сырые и бесполезные. Есть возможность отключения сенсоров приближения в программе, что очень удобно и похвально. В китайской версии разговаривают они с вами на китайском, в глобалке просто звуками. Анимация на Poco X3 глобалке у меня работала без проблем. Голосовой помощник от Xiaomi бесполезная штука для тех, кто не знает китайский. Он, конечно, на борту. Можно искать наушники через программу, управление через нажатие. Быстро привыкаешь. Одно нажатие play-пауза, 2 на левое и правое программируется. На левое я завел уменьшение громкости, на правое активацию игрового режима. 3 нажатиями меняется режим работы шумодава и прозрачности. Все интуитивно, максимально понятно. Обновление прошивки прилетело моментально и довольно ощутимо исправило работу микрофонов. Длительным нажатием можно включать и выключать наушники. По боксу он больше AirPods-овского, пластик не самый дешевый, швы видны, есть физическая кнопка с индикацией для сопряжения и определения уровня заряда. Зарядка через Type-C и беспроводная зарядка бокса тоже в наличии. Емкость бокса 490 мАч, на 2 перезарядки наушников ее хватает. Уши удобные, амбушюры убогие. Автономность на 50% громкости, 9 часов 57 минут с одного заряда. Ambient Sound работает достойно, через 2 стены наушники ловят. Видимой задержки нет вообще, микрофоны рабочие, кодеки только AAC и SBC. Запаса громкости для айфонов минимум, с андроида терпимо. В версии не Pro громкости вообще мало, там, к слову, нет шумодава и не перепутайте их. Как и у всего вакуумного до $50, звучание все в бас. Низких частот море, средних мало, но дешевым звук не назвать, однозначно свою цену они отыгрывают. Но если вы любите долбежку, вам в другое место. Запаса громкости здесь вообще нет. 6-е место. Классный звук, великолепные материалы, беспроводная зарядка бокса, хороший активный шумодав, неплохие микрофоны и удобная форма. Сенсоры приближения работают как часы, управление без ложных нажатий, быстрая зарядка наушников, а главное, выглядит все это максимально стильно. Xiaomi в этот раз однозначно превзошли себя. Упаковка царская, материалы топовые, программа пока только на китайском языке, глобальной версии я не видел еще, может она уже и есть. Общаются наушники с вами по-китайски, режим активного шумоподавления и прозрачности включается только если оба наушника расположены у вас в ушах, по-другому, кстати, я еще не встречал. Анимация у меня не работала, по одному наушники работают. Внутри бокса наушники хорошего качества, запасные однородные амбушюры, зарядка, инструкция на китайском. Напоминаю, что у меня была не глобальная версия на тестах, хотя она уже есть. Плюс есть мешочек для переноски. Наклеек, чехлов и других бонусов не имеется. Кейса на 2 полные зарядки хватает и 3-я на 80% заводится. Крышка отличная, крепление из металла, люфт у крышки минимален, щелчок мне понравился. Конструкция сделана так, что вытряхнуть из бокса наушники почти нереально. Поддержка беспроводной зарядки у бокса на борту. От сети кейс по кабелю заряжается с 0 до 100% за 45 минут. Наушники в кейсе заряжаются с 0 до сотки за 40 минут. На правой грани у бокса имеется кнопка для того, чтобы узнать оставшийся заряд по цвету индикации диода, либо для включения наушников в режим сопряжения. Заряд бокса также можно увидеть в программе с точностью до 10%. Анимации при подключении у меня не было, управление тапами, одиночные тапы не поддерживаются, функция play-пауза, вызов голосового ассистента, переключение режимов шумоподавления, их по факту немного, но и немало. Выбирайте, что именно будет на тапах, вам. 12-миллиметровые драйверы жидкокристаллической диафрагмы у них внутри, автономность при активированном режиме активного шумодава ANC целых 5 часов 26 минут на 100% громкости. На 50 же процентах, которых вам хватит 7 часов 20 минут при отключенном шумодаве. На 100% громкости отыгрывают 8 часов 30 минут без шумодава. Кодека aptX нет, поддерживаются только кодеки AAC и SBC. Активный шумодав и функция прозрачности на данный момент одна из лучших на рынке и лучшая из Xiaomi-тов.
шумоподавление до 35 дБ. Через 2 стены наушники ловят, через 3 уже нет. В шторке телефона есть индикатор зарядки ушей, видимой задержки в играх и YouTube нет, микрофоны хорошие, после последних обнов их улучшили, запас громкости лютый, на 80% уже сложно их слушать. Низкие частоты многослойные, с панчем и подачей. Звучание объемное. На максималках каши нет, белого шума нет, но есть ощущение, что средние зажаты. Но с другой стороны, все может спасти и настроить встроенный эквалайзер. Пятое место. Huawei FreeBuds 3i. Точно такие же наушники, как и Honor FreeBuds 3i. Странная работа сенсоров приближения, довольно скромная автономность, приличные габариты, марки, кейсы, наушники. Основная их плюшка — наличие активного шумодава. Упаковка большая, царская, Huawei-евская. Комплект, инструкция, кабель для зарядки Type-C, комплект амбушюр, гарантийный талон, наушники и бокс. Звуковод здесь необычный и под необычным углом. Бокс большой и довольно заметен в кармане. Глянцевый, скользкий, но в меру. От тряски не откроется. На 3 полные перезарядки хватает. Одной рукой открыть можно, люфт у крышки минимален, собран супер. Кейс можно заряжать только по кабелю, беспроводной зарядки здесь нет. И зарядный кейс со временем расходует заряд батареи до 10% в день. Вот такой вот саморазряд, что официально подтверждает сервисная служба Huawei. Нормально это по их мнению. Huawei iLife — программа для управления, работает на любом андроиде. Функции: воспроизведение, пауза, перелистывание треков, активация голосового помощника, активация шумодава или Ambient Sound. Шумодав отличный, микрофоны хорошие, звучание супер, но габариты одни из самых неудачных в топе. Крупные глянцевые уши с большим боксом. Лучший выбор из эконом-затычек от Huawei. Четвертое место. Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro True. Бокс-слайдер из soft-touch пластика, но люфтит и внутренность царапается внешней крышкой. Беспроводная зарядка бокса в наличии, правда soft-touch покрытие точно слезет и скорее всего скоро. Хорошие микрофоны, отличный активный шумодав, но функция прозрачности поможет не попасть под машину, но разговаривать с ней довольно сложно. В моей документации от глобалки все на английском, есть уже русская версия. Внутри крутой упаковки сами наушники, кейс для зарядки, инструкция, кабель Type-C и 9 пар сменных амбушюр. По мне довольно хорошего качества, но многим они кажутся слишком мягкими. У бокса самая релаксирующая крышка на рынке, можно залипнуть не на шутку, задумавшись о чем-либо. Но люфт у крышки непростительно большой. Как бы приятно не было, думаешь о ресурсе этой радости и останавливаешься в своих щелканьях. Кейс способен зарядить наушники 2 раза полностью с небольшим хвостиком. Есть беспроводная зарядка, 15 минут в кейсе выдают потом 3 часа на 50% громкости. Заряжается бокс бодрых 3 часа. Сами наушники имеют емкость 55 мАч и с 0 до сотки заряжаются 2 часа. Заряд бокса можно узнать только по 3 диодным индикаторам. В программе он не показывается, и даже у наушников процент заряда в программе виден не в процентах, а просто примерная оставшаяся емкость графически. Благо в некоторых телефонах виден заряд в шторке в процентах. Программа под наушники есть на Android системах и на iOS системах. Подключаются и обновляются уши просто и быстро. В проге почти все на русском. В программе вы можете обновить прошивку, менять режим активного шумоподавления, который здесь по мне довольно хорош, активировать функцию прозрачности, которая по мне здесь для мебели, персонализировать наушники, и это делать обязательно, выбрать предустановленный эквалайзер или сделать его под себя. 22 пресета все еще в программе, так что можно не думать, а просто тыкать и рано или поздно подобрать под себя то, что подойдет. Перечитать еще раз инструкцию и провести тест прилегания. В наушниках встроены 6 микрофонов для активации функции активного шумодава ANC. Bluetooth версии 5.0, кодеки лишь стандартные AAC и SBC, шумодав супер, звучание на уровне топов, отличные материалы, но именно по звучанию они крайне требовательны к настройке эквалайзера, а здесь не каждый справится. Слегка габаритный, запас громкости огромный, 7 часов автономности, 22 пресета эквалайзера, функция прозрачности не допилена. В стоке упор на бас, притом очень агрессивный. Хрипов нет, посадка большинству идеальной не покажется. Не в первой тройке от того, что есть здесь две версии, и та, что продается в России, даже по прошивке и некоторым физическим параметрам, отличается от китайской, по мне, не в лучшую сторону. Читайте, узнавайте и решайте для себя, какую покупать. Третье место. Xiaomi Field T1 Pro. Функция быстрой зарядки наушников. 5 минут в кейсе дают час звучания. Минимальная по времени зарядка кейса плюс поддержка беспроводной зарядки. Функция шумодава, как и функция прозрачности, радует в этих ушах очень сильно. Размеры, как и вес, учитывая сколько у них функций на борту, крайне компактные. Дорогой пластик, отличный комплект, Bluetooth версии 5.2, и это не особо важно, учитывая, как много девайсов обладают его поддержкой. Чистый звук, программа для управления, терпимые микрофоны для такого форм-фактора, изменение громкости прямо с наушников, минимальная задержка в играх, бокс. Просто шедевральный, не считая того, что его глянцевая крышка придет в печальное состояние уже через неделю использования. Если не таскать
держать его в мешочке, которого здесь нет. Бокс можно заряжать по кабелю Type-C, за 1,5 часа он заряжается полностью. И беспроводной зарядкой, которой вы замучаетесь его заряжать. 3 раза полностью бокс наушники перезаряжает, что для такого размера очень даже сильно. В кармане носить удобно, но он слегка выпирает. Уши из бокса вытряхнуть легко. Автономность очень приличная для их габаритов. 6 часов на 60% громкости они отыгрывают. С функцией быстрой зарядки за первые 5 минут в боксе заряжаются они на 1 час проигрывания музыки на 50% громкости. Притом вам будет ее за глаза. Язык общения наушников с пользователем только китайский. Подключаются к девайсу независимо, по одному работают. Сопрягаются супер быстро, микрофоны печаль, поэтому только 3-е место. Кодеки только AAC и SBC, звучание чистое, объемное, без акцента на бас. Сильнее всего обрезаны, конечно же, верхние частоты. Запас громкости огромный. Для данного размера идеальные наушники, маленькие гиганты. 2-е место. Huawei FreeBuds Pro. Беспроводная зарядка бокса, сенсоры приближения, шумодав и функция прозрачности. Безумная автономность 7 часов. Анимация и программа. Управление сенсорами и датчиками сжатия. Нереальное звучание при оптимизации в среде Huawei. Bluetooth версии 5.2. Мультипоинт на 2 девайса. Это нереальная фишка, которая здесь есть. И вместе с тем сомнительные габариты, крупный бокс. Пенные амбушюры в бокс пока не уместить. Это укрепленный клон AirPods Pro или самостоятельный девайс. Сейчас и разберемся. Упаковка супер. Внутри у Huawei в кабель зарядки, инструкция, наушники, 3 пары сменных амбушюр и бокс для зарядки. Продают Huawei свои ушки в 3 цветах. И, конечно, я выбрал серебряный. Есть еще белый и черный. Поверхность у Huawei матовая. Бокс можно заряжать беспроводной зарядкой. Максимум при полной зарядке бокса и наушников все в сумме выдает 30 часов автономности. За 40 минут в боксе наушники заряжаются на 100%, и это заявлено. У меня же они зарядились с нуля за 37 минут. Кейс заряжается за 1 час по проводу, за 2 часа беспроводной зарядкой. Крышка люфтит немного у всех. Щелчок залипателен. Кнопка для сопряжения и переключения между девайсами сбоку. Свайпами можно менять громкость, притом не самого девайса или плеера, а именно наушников. Удобные сенсоры, автономность у наушников 5 часов на 50% громкости, без активированного активного шумодава, и это круто. Кодеки только AAC и SBC. Сенсоры приближения работают хорошо. Bluetooth версии 5.2, задержки в играх и YouTube заметной нет. Микрофоны отличные, шумодав огонь, хуже, чем в AirPods Pro, но совсем немного. Звучание описывать глупо, лучшего для Huawei вы просто не найдете, даже середина не завалена. Но это исключительно для Huawei. С другими телефонами выигрывают по звуку наушники, которые находятся на 1-м месте. Минусы у Huawei в кодеке и отсутствие универсальности. Без оптимизации с Kiriном звучание не прям супер-мега крутое. После Huawei их слушаешь на другом телефоне и удивляешься, почему так. 1-е место. Meizu Pop Pro. Звук лучший в этом ценовом сегменте. С чем угодно. Вот такой вот спойлер. Быстрое подключение, анимация для телефонов Meizu. 6,5 часов без активированного активного шумодава они отрабатывают. Достойные микрофоны. И если их не слушать, то может показаться, что это жалкое подобие AirPods Pro. Но это не так. Белый глянцевый кейс наушников и кейса. Система активного шумоподавления ANC 3-го поколения с 3 установленными микрофонами способна компенсировать шум громкостью до 35 дБ. Довольно качественное исполнение, хотя не без недостатков и брак тоже встречается. Динамик диаметром 10 мм с подвижной катушкой и композитной диафрагмой, обеспечивающей бесподобный звук в данной ценовой категории. И я это сейчас не шутил, я правда так думаю, это не рекламный слоган. При этом всего 3 комплекта сменных амбушюр, которые, возможно, вам не подойдут. Чистая копия внешнего вида яблочных прошек. Емкость бокса Meizu Pop Pro составляет 300 мАч, у наушников по 45 мАч в каждом наушнике. Мне на 3 перезарядки кейса хватило, получилось 2 полных раза и 3 на 80%. В сумме с боксом у меня получилось около 19 часов без активированного активного шумодава. Есть функция быстрой зарядки, 5 минут в боксе дают почти час звучания наушников на 50% громкости. Автономность с активированным активным шумодавом 4 часа. Заявленная защита от влаги IPX5 в своем ценовом сегменте лучший шумодав и звук. Если вы знаете, что есть Meizu, обязательно посмотрите обзор. Для людей с музыкальным слухом из всех относительно бюджетных ТВС они лучший выбор. Резюмирую, слушайте в магазинах и у дома, покупайте дешевле на Алиэкспрессе. Все ссылки на обзоры и покупки в описании к ролику, как и ролики на представленные модели. Мое дело было показать, что в этом ТВС мире лучше, по моему мнению. Ваше дело дальше выбирать. Не забываем подписываться на телеграм-канал со скидками. Вчера была скидка на Meizu Pop Pro с бесплатной доставкой, выходила около $69. И это даже без кэшбэков. Подписывайтесь с лайком, приходите на стримы. Девайсом да, добра и удачи вам, друзья.